Едем в Рим. Приехали. Знаю, что вы не привыкли к таким видео на моем канале, но поверьте, каждый из этих туристов, которых вы сегодня увидите, по 2-3 тысячи евро выложил, чтобы сюда приехать и погулять. Вы сегодня сможете прочувствовать весь сам процесс, как будто вы сами прогулялись по Риму. Ну и за мои труды не забывайте за лайки. Ой, до трансляции еще 1,5 часа, думал, вам фонтан сниму. Опять закрыт, уже отреставрировали его. Как я и говорю, сегодня все улицы закрыты. Ну, пешком, слава богу, ходить можно. Я, кстати, подписан на несколько каналов. Вот так вот люди бродят. Америка, разные страны. Особенно без комментариев. Можно сказать, вообще без комментариев. Но я хотел бы действительно, чтобы вы сегодня прочувствовали все эти трудности, вот как как у меня полдня этих прошло. Ну, набирайтесь терпения, расслабляйтесь или напрягайтесь, не знаю. Но сегодня будет видео такое. Натуральнее уже не придумаешь. Вы же подписались на канал про Италию, вот вам и Италия. Иду пешкадралом. Главное, погода классная. Еще часик до трансляции. Даже на велосипедах не разрешают туда проезжать, на самокатах. Полно туристических автобусов, или это все полиция, непонятно. Шоу сегодня будет, наверное, грандиозно. Я не очень-то хожу по этим мероприятиям. Сегодня выхожу, соседи на море собрались, едут. Тоже не все итальянцы фанаты. Ну, некоторые меня просят комментировать там историю, название улиц, там подробности. Знаете, я не очень любитель этого. Да, я интересуюсь для себя. И есть отдельно очень классные видосы на ютубе. Найдите 1-2, там по часу, по 1,5. Вы все наизусть там узнаете. Очень интересно. Я не смогу так интересно вам рассказывать. И буду только ломать язык и вам голову. Есть для этого гиды, есть отдельные каналы. А мы просто гуляем с вами. Какие красавцы тут. Девчонки прям. Также меня спрашивали, что это за женщины, монашки или врачи. Я не знаю. Вот не знаю и не спросил я у них. Но по ихней выправке они на каких-то военных врачей больше похожи. Я не особо понимал, где что будет происходить, откуда будет лучше видно, но обойдя туда-сюда, понял, что вариантов там не так много. И просто уже спустился с лестницы и ждал там. Видимо, это самый лучший должен был быть обзор. Идем. Какой здесь аппарат классный. Перетертый снег или лед с этим сиропом. В конце я уже и понял, что и сами люди вот эти делали какие-то непонятные движения, ходили туда-сюда, особо никуда не пройдешь, но все куда-то ходили.
Ну а за этих бравых хлопцев я могу сказать, это пожарники Vigili di Fuoco. А вообще не лучше ли было бы солдат сюда поставить для такого мероприятия? А то и Красный Крест они сюда засунули, и пожарников, и хорошо, что еще школьников не поставили. Но опять же, даже если вы и были в Риме все меняется. Допустим, в этом году будет очень много туристов, потому что вот эти врата открыли в Ватикане, где я тоже снимал видео. Кстати, кто не смотрел, зайдите, посмотрите в Ватикане. Довольно-таки интересно получилось. Но как-то неудобно. На следующий день папа умер. И все, тут тупик. Дальше не пройдешь, ничего не увидишь. Sen niye biz kayboluyorsun? А это, по-моему, доставили президента. Это я еще с утра снял. И кортедж такой, я бы сказал, скромненький был по сравнению с некоторыми президентами. Ну, кто не знает, это недалеко от Колизея, Пьяцца Венеция, но она вся перекопана уже год, и к ней не подойти, не сфотографироваться. Раньше вот так вот, сбоку припеку. Очень много башен таких в Италии. Я смотрел одного блогера, у него была версия, что это бывшие крематории. Точнее, трубы от них. Мне все было интересно, как они этих коней туда доставляли. А они, блин, на 3 части разделены, а потом их соединяли. А еще я приблизил, бы там люди какие-то с камерами лазят. Я на солнышке стою, тепло, просто шикарно. Тут заходят по билетам. Я даже не знаю, где эти билеты брать, да и есть ли смысл. Эти вертолеты всех очень удивили. 3 часа стоять на жаре, чтобы посмотреть вот на вот это чудо, что пролетело. Ну и это как-то быстренько они пролетели, и все. Я думал, они там полетают, какие-то финты поделают. Ничего. Ну а это я вам покажу дальше, чего происходило внутри. Уже постарался, наковырял в интернете для вас. Не знаю, как-то скромненько, как по мне. Даже если бы и билет туда купил, а стоило ли это всего тех денег? Как будто так галочку поставили, мероприятие провели-то и все. Вообще, мне кажется, в Риме не умеют они проводить какие-то там
мероприятия. Был я и на концерте на Чирко Массимо, не очень, тогда вообще я в ливень попал. Да и концерт был так себе. На Новый год как-то гулял в Риме, больше тоже не хочу. Ну, а здесь тоже так, ну как, ну вот, смотрите, оцените, пишите. In grado di svolgere operazioni in multidominio, nelle vostre spettro delle missioni assegnate. L'estrema flessibilità di impiego ha permesso di tanto che mentre navate i mezzi dipendenti, sfida la compagnia dei capitani di porto e guardia costiera, corpo associatistico della Marina Militare, alle cui dipendenze svolge compiti militari. Istituito nel 1865, ha condotta le operazioni sul mare e dal mare, sbattendo d'assalto anfibio, utilizzando le fucili di marina per Это так, знаете, можно 3 часа было простоять, чуть отвернулся на пару минут, а они уже и улетели. Ну, что это за пару секунд представления? Что я вам скажу? Люди простояли тут по 3-4 часа в ожидании какого-то шоу. Пару вертолетов, самолетов пролетели над этим домом. И ничего и не видно, и ничего и не понятно было. Короче, на парад не зайти. И в небе толком, кто успел, тот что-то мельком глаза увидел. Вот такое вот шоу. Там бьют барабаны. Надо валить отсюда, ну его нафиг. Потерял я полдня просто. Чисто по-итальянски. Так, режь бешой. Будем смотреть все по телевизору. Надеюсь, по телевизору у них все будет красиво. Люди просто уходят, бы уже терпения нет. Все пошли кто куда. Главное, что вырвались с этого. Офигеть, офигеть просто. Потерянный день. Еще мусорник здесь. Тебя еще не хватало тут. Сейчас все рассосутся по Риму. Что ты тут моешь? Тут чисто, блин.
красоты на пьяцца Венеции. Автобусы еще долго не будут ходить. Ох. Так куда-то в маленькие улочки свернуть. Спрятаться от этой толпы. Ну вот скажите, я вам показываю тихие классные места. Мой городок, вилла. Ешь ты моешь. Вот когда ты долго в таких местах живешь или бываешь, сюда выходишь, это сложно. Сложно это все в этот переваривать. Уже эту башню реставрируют. Я вам говорю, за Рим конкретно взялись. Я уж думал, все отремонтировали, не? Зайдем сюда, здесь красивенько и прохладненько. Откопали тут.
А, сегодня же бесплатные музеи. Автобусы ездят уже. Попить. Попить. Эти фонтаны время спасают. С фонтана до фонтана, слышишь. Давно я не был на фонтане Витреви. Был на реставрации. Сейчас, наверное, чистенький, новенький. Lighter under give me the sausage please. And then we'll wait I'm hungry.
Ahí viene. ¿Dónde? Guarda, guarda, guarda. Ну, я хоть и не гид, как вам говорил, но кое-что знаю. Вот с этого фонтана каждый год выгребают 1,5 миллиона евро. Класс, нет? Люди, я же все-таки не турист. Я же могу в нормальный день прийти сюда. Я буду по очередям стоять, чтобы в воде спуститься. Говорил, надо на море было ехать. Муравейник или лягушатник здесь. Так, автобусы. Все. Я думаю, не только я устал, но и вы уже устали от этих прогулок. At the T will make a right now. Устал я капец. Посижу. Так, надо где-то билет купить. У меня был один. В автобусе не продают. В автобусе не продают
успокаиваю, бар. Ой, устал. В Макдональдс. Пойдем в Макдональдс. Наверное, съем один шейк. О, только карта еще. Не хочу я ничего. Не хочу. Блин, думал автобус на Барберине доехать. Хотя вот он у Барберини. Блин, тут пешком 5 минут. Билеты купил в этом. Есть журнальные киоски такие с сувенирами, со всякими. А, о, здесь билеты можно взять. Блин, что это? Метро? Не. А что это такое? Сотто-Пассе. А, подземный переход. Уж ты в таких сапогах-то, блин, ходишь. No, i penso che allora non voglio. You're gonna fight something else. Pedestrian crossing. Ну все, вот мое метро.
пешеходного перехода нету. Так что в Риме хорошо, когда есть желание деньги тратить. А у меня нет. Тем более просто на еду. Ехал в метро, почитал комментарии. Самый лучший оказался. И шо? После просмотра трансляции. Я до 12 там простоял, и тот же самый вопрос. И шо? И шо я там, блин, искал, ждал? Короче, покажу вам вкратце, что это такое. Не ходил я никогда на этот праздник, лучше бы я на море поехал. Вообще, я говорю, не любитель. Ой, нету людей. Какой кайф, и шелковица сейчас поем. Да, голодные приходят, дзёбают, все по это самое, обдербанили. Раньше было полно. То ли она еще не созрела. Так не созрела, если уже осыпалась. Блин, негры ходят, наверное, собирают. Сегодня утром одного видел. О, как я в детстве любил не дотянуться. Сладкая зараза. Все, еду домой. От этой шелковицы не смог оторваться. Там полчаса еще бродил, наелся. Раз в год тут на шарка можно подкармливаться. Но вообще ее не продают нигде, я не видел. Ну, в общем, такой у меня получился очередной эксперимент. Выношу на ваши суждения. Пишите, нравится, не нравится. Конечно, я часто такие видео не буду снимать, но летом, наверное, изредка будет. Я знаю, что много блогеров делают такие прогулки. Ну, каждый делает по-разному. Кто-то с каким-то описанием там архитектуры, истории, кто-то просто из страны в страну переезжает. Ну, для меня это такой рабочий город. Я очень много работал в Риме. И как бы он для меня, ну, Рим-то и Рим. Для туристов он какой-то там особенный. Конечно, и для меня особенный. Но в последнее время мне не везет на работы в Риме. Вот мне как будто сама судьба, я же не то что выбираю, вот дает мне возможность работать в моих зонах или вообще далеко за Римом, как на этой вилле или в этом доме. Ну, так же я и вам показываю, я ничего не придумываю, ничего не мудрю, вот как идет жизнь, так и идет. Хотя я вам клянусь, если бы не канал или не вы зрители, я бы не поехал на этот праздник. Насчет подписок тоже. Вот сегодня еще один комментарий написал человек. Говорит, ты прав, говорит, я зашел, проверил подписку, посмотрю, тоже нету рекомендаций. Говорит, и я отписан. Как так? Так что я уже, наверное, в каждом видео вас буду просить уже просто перепроверьте. Ну, как-то обидно, что уже мы с вами знакомы, а YouTube себе там что-то мутит воду. Хотя все равно я не сильно парюсь. Я смотрю, как я уже говорил, у людей по 30, по 50 тысяч подписчиков, а просмотров меньше, чем у меня. Я думаю, что понемногу, потихоньку все будет нормально. Хотелось бы за лето сделать каких-нибудь видео интересных. Знаете, пока все зеленое. Хотя и зеленое в этом году дождей много было. Обычно в это время уже желтеть начинает. Да и скоро будет желтеть. И уже даже видов таких не будет. Потому я тороплюсь снять, пока все зелененькое, красивенькое. Я аж вспоминаю первые года, когда я сюда приезжал. Думаю, да что же оно такое, Италия, вроде красивая, а все такое выгоревшее. Лето выжигало солнце здесь, ну,
Так что вот смотрите и радуйтесь всей зелени. И на лето, напоминаю, я показывал, периодически еще буду показывать, когда такая жара, покупайте себе вот эту спортивную воду с такими сосками. Она продается недорого по 70 центезиумов по евро и в Лидле, и во многих магазинах. Но она стоит, вы себе думаете, она для спортсменов, но она просто волшебная. Она так работает, что вам надо выпить литр воды, чтобы напиться, и то не напьетесь. А той воды пьете 200 грамм, и та вода не выходит через пот. Она у вас сохраняется, плюс она как электролит. Меня знакомый научил, я даже не думал, что ее придумали-то где-то в 20-х годах, не так давно. Очень умная жидкость такая. Ну что с наступлением жары только и слышишь эти сирены от скорой помощи. Мяу, мяу, мяу. Особенно в Риме. И также воздух здесь просто обалденный. Вот только половина пути этого проезжаю, и уже чувствуется, что прям свежо и хорошо. Видите, сколько здесь и леса, и кислорода. А в Риме я не знаю, почему людям нравится так. Именно, я понимаю, удобно, когда там рядом работа, но там же суета, метро это... Не знаю, устаешь. Я когда работал в Риме, да, за целый день там суета, приехал здесь, чик, отдыхаешь. Так что вот эта отдаленность, с одной стороны, напрягает, езда и все такое, а с другой стороны, ну, привыкаешь, и есть свои плюсы. Я считаю, что вот я даже сколько курю, но я не чувствую особых каких-то проблем с легкими, думаю, только за счет того, что дышу здесь нормальным воздухом. И, кстати, еще быстро скажу другую сторону медали. Когда моя жена долгое время работала в этом селе, так сказать, это тоже вредно. Я и нашел, когда работу в Риме, она прям изменилась. Там, знаете, там люди, там движение, а здесь немного дичаешь, если постоянно здесь. Ну, в общем, такое видео получилось. Всем благодарю за просмотр. Как всегда, желаю вам мира, оптимизма, добра и, конечно же, удачи. Вот как сегодня мне. Смотрите, все занято, и вот для меня место прям. Удача, удача. Всем пока, до новых видео.